На моем канале самое популярное видео – это плов. Рецепт приготовления плова. Да и не только на моем. Плов – это самое популярное блюдо, которое ищут люди в Ютубе. И не только в Ютубе. Как приготовить плов, разновидности плова, вариации приготовления плова, продукты для приготовления плова. И сегодня я хочу разъяснить, рассказать, объяснить людям, которые только начинают и не только начинают, в чем разница и все секреты приготовления плова. Всем привет, мы начинаем. Я буду рассказывать постепенно, поэтапно, на примере плова, который я буду сегодня готовить. Итак, давайте приступим. Я буду готовить сегодня на говядине плов. У меня мякоть немного и на кости. Мясо на кости. Также его готовят на курице, на свинине, естественно, на баранине. Даже я слышал, где-то, по-моему, на рыбе готовят плов. Ребят, на самом деле вариаций, рецептов приготовления плова множество. Даже в одном Узбекистане там миллион рецептов. В каждой семье готовят плов по-разному. Следующее. Рис я буду сегодня использовать басмати. Я буду сегодня готовить небольшую порцию, так как плов хорошо кушать горячий сразу, максимум на следующий день. Я сегодня готовлю, у меня 500 грамм риса, соответственно, у меня 500-600 грамм говядины, 600-700 грамм моркови, лука я не буду сегодня много добавлять, одну, может быть, полторы головки. Дальше у меня 3 головки чеснока, острый чили-перчик. Сегодня я добавляю нут. Он предварительно замочен на 6 часов в воде. Если будете готовить вечером, замачивайте с утра. Если будете готовить с утра, замачивайте с ночи. То есть нут у меня 100 грамм на мое количество риса. Дальше я сегодня добавляю только барбарис. Ну и, естественно, я сегодня добавляю зира. Никаких других специй я не добавляю. И готовить я все это буду сегодня на хлопковом масле, не на курдюке. Но также можно готовить и на растительном масле. Я пробовал по-разному. Ребят, получается нормально, вкусный плов. Здесь самое главное процесс приготовления, соблюдение именно пропорций. В принципе, я все на данный момент рассказал. Также нам понадобится дрова, вода, соль и казан. А я приступаю к нарезке овощей. У меня 1,5 головки, больше я использовать не буду. Лук все равно весь растворится в зирваке, поэтому от него нам нужен только сок. Буду резать полукольцами. На мое количество мяса и риса 1,5 головки, ну, таких средних головки лука вполне достаточно, ребят. Многие очень много лука хотят положить. Лучше, поверьте, положить побольше моркови. Вот у меня моркови больше, чем риса. Морковь, вот если большая, нарезаем на соломку 3-4 сантиметра длиной. Это самый нормальный размер для моркови. Если где-то вы крупнее порезали или мельче, ничего страшного. Морковь такой продукт, которым вообще невозможно испортить плов. Вообще никак. Я когда режу морковь, я вообще не парюсь. Вообще. Вот морковь совсем тонко резать не надо. Она должна чувствоваться, она должна видеться в плове. Итак, овощи мы нарезали. Морковь, лук, мясо нарезано, все остальное у нас готово. И так, как я сказал, я буду все поэтапно рассказывать. Смотрите, сейчас мы переходим к казану. Кто-то сначала обжаривает мясо, кто-то сначала обжаривает лук, кто-то сначала обжаривает мясо, потом вытаскивает, обжаривает лук. Ребят, все это правильно. Делают все по-разному.
Поэтому мы сейчас перейдем к казану. Я это все буду комментировать. У меня на канале есть видео, первое, которое самое просматриваемое. Там я сначала обжариваю лук, потом мясо. Сегодня я буду делать наоборот. Я делаю и так, и так. Итак, переходим к казану, разжигаем очаг, ставим казан на огонь и начинаем. Итак, казан на огне, у нас горит очаг, заливаем масло. Масло я использую хлопковое, как я уже сказал. На 500 грамм риса примерно, грамм 100-150 масла. Много масла, ребят, тоже не надо, потому что плов получится очень жирный, а плов должен быть вкусный. Теперь нагреваем масло. Как проверить, нагрелось ли масло, я покажу попозже. Как проверить, масло, нагрелось оно или нет. Опускаем полосочку. Оно начало шипеть, видите, масло, но еще не сильно. Еще минута, 2-3, и масло будет готово. Итак, масло нагрелось. Теперь первым делом отправляем мясо, которое на кости. Мясо, если у вас много, закидывайте порциями, для того, чтобы не дать казану и маслу остыть. Сначала обжариваем мясо на кости. Дальше будем добавлять мякоть говядины. Кто-то еще перед тем, как обжаривать мясо, обжаривает головку лука, якобы убирая вредные вещества из масла. Ребят, это традиция древняя, старая, советских времен. Сейчас, в принципе, это уже не обязательно. Видите, у нас мясо прям запечаталось очень быстро и очень хорошо. Обжариваем еще минуты 2 и будем забрасывать остальное мясо. Итак, мясо у нас вот до такого состояния обжарилось с косточкой. Теперь закидываем остальную говядину. Закидываем также порционно, потому что мясо, как ни крути, но казан остывает. У меня мяса немного сегодня, поэтому я на 2 раза разделил. Запечатали первую партию, теперь закидываем вторую. По времени сказать, на самом деле, здесь не так все просто. У каждого свой очаг, у каждого свой казан. Поэтому здесь надо смотреть именно по готовности. Но в любом случае нам необходимо обжарить все мясо до румяной корочки, до румяного цвета, такого бледно-коричневого. Я сегодня мясо вытаскивать не буду, буду сразу с ним обжаривать лук. Почему надо обжарить сейчас получше? Когда мы закинем лук, он уже начнет давать сок. И уже начнется не такой процесс обжарки. Уже все равно будет процесс больше варения. А нам нужно, чтобы мясо именно запечаталось хорошо. Но у нас сейчас мясо вот как раз хорошо запечаталось. Где-то прошло 5-7 минут, и я начинаю забрасывать лук. Минута 2 и будем перемешивать. Теперь обжариваем все с луком. Лук необходимо обжарить до золотистой корочки, чтобы он покрылся именно вот таким бледно-коричневым цветом. Не забываем про огонь. Огонь максимальный поддерживаем.
Итак, лук у нас обжарился. Такой стал бледно-коричневый. Теперь я добавляю морковь. Я распределяю морковь равномерно над всей поверхностью. Что касается соли и специй, кто-то солит перед морковью, кто-то после. Я солю именно зирвак. Когда я долью уже воды, я буду солить, смотреть по зирваку. По соли, так как рис я не солю и вам не советую, зирвак немного, совсем чуть-чуть должен быть пересолен. Примерно процентов на 5-10. Специи я добавляю непосредственно перед тем, как залить воды для приготовления зирвака. Вот морковь у меня пару минут уже сверху полежала. Я начинаю все перемешивать. Морковь, кстати, тоже нужно обжарить. Еще минут где-то 5-7 будем обжаривать все вместе. Она сейчас тоже даст сок, она даст сладость плову. Огонь я поддерживаю пока максимальный, хороший. Вот у нас все сейчас поджаривается. Периодически перемешиваем где-то 5-7 минут примерно. Морковь с мясом мы обжарили примерно 5-7 минут. Здесь опять же все зависит от вашего очага и казана. Теперь добавляем специи, добавляем зиру. Обязательно растираем ее между ладонями. Зиры, ребят, зиры не жалейте на плов. Плов очень любит зиру. Я добавлю где-то примерно 2 столовые ложки. И примерно столовую ложку, ну, пол кулачка, даже меньше, барбариса. Вот такой. Теперь, ребят, все перемешиваем. Посмотрите, какая красота. Специи перемешиваем. Мясо с морковью, со специями. Все перемешиваем. Мясо поджарилось. То, что надо. Сейчас заливаем холодной воды через шумовку. Воды добавляем ровно столько, чтобы покрыло полностью наше мясо и овощи. Теперь ждем, когда закипит, и будем солить. Итак, зирвак, как видите, закипел. Теперь подсаливаем его, как я уже говорил. Пересолите зирвак на 5-10%. Это все по вкусу. С учетом того, что у нас мясо где-то 600-700 грамм, а я всегда мясо солю столовая ложка на килограмм, плюс овощи, я сейчас чуть-чуть меньше столовой ложки подсаливаю, перемешиваю. Жду, когда опять все закипит, и буду пробовать. В моем случае я угадал с количеством соли сразу. Подсаливать я больше не буду. Он совсем слегка пересолен. Меня это устраивает. Теперь отправляем в зирвак чеснок. Сколько хотите. Я отправляю 3 головки. Отправляем в зирвак острый перец. Так как у меня сегодня не такая большая порция риса, всего 500 грамм, я отправляю 1. Было бы больше, я бы отправил 2. Также отправляем в зирвак нут. Кто-то отправляет весь сразу, кто-то отправляет частями. Я отправляю весь сразу нут, также в зирвак. И теперь, поддерживая периодически средний огонь, даже чуть ниже среднего, зирвак томим примерно час. Итак, друзья, по истечении 45 минут у нас вот такое кипение в казане. Не сильное,
но в то же время постоянная. Все у нас томится. Еще минут 15 и будем дальше забрасывать рис. Пусть еще потомится, чтобы мясо было прям приготовлено, прям разваривалось. Ждем еще минут 15. Прошел час. Что дальше делаю я? Пошагово объясняю вам. Я сначала подкидываю дров так, чтобы у нас опять стал максимальный огонь. Так как зирвак у нас в конце доходил уже практически на углях, сильный огонь ему был не нужен, а рис необходимо закидывать именно когда хорошее кипение, хороший максимальный огонь. Пока дрова разгораются, мы уберем чеснок и уберем острый перец. Острый перчик убираем. Он нам больше не пригодится. Чеснок убираем, но он нам еще пригодится. Кто-то рис добавляет через шумовку, кто-то руками. Я высыплю вот из дуршлака, как мы его промывали. Ребят, ничего страшного в этом нет абсолютно. Разравниваем по поверхности. У меня, напомню, сорт басмати. Теперь подливаем уже горячей воды. Воды добавляем совсем немного. Лучше воды добавить потом, чем перелить, так, чтобы рис разварился. Разравниваем. Огонь у нас на максимум. И теперь выпариваем воду из нашего плова. Вода должна покрывать где-то миллиметра на 3-4 рис. На данный момент вот этого мне вполне достаточно. Все, ребят, теперь держим огонь на максимум и выпариваем воду. Чтобы рис не подгорал по стенкам казана, можно немножко его в центр собирать. Сейчас я верну сюда чеснок. Острый перец я возвращать не буду. Убираем огонь на минимум. Накрываем крышкой. Минут 15 ждем, когда рис дойдет. Так, в нашем случае прошло минут 15. Ребят, перемешиваем все. Плов нужно взбодрить обязательно. Чесночок достаем. Он для украшения. Мясо у нас приготовилось. Теперь все это мы по тарелочкам и будем дегустировать, будем пробовать.